Позволь тебе представить башню пилюль. Мы уже хорошо знакомы с башней пилюль, святым местом алхимиков всего континента. Ее репутация крайне устрашающая, вряд ли на всем континенте Доуци найдется хоть одна фракция, которая осмелилась бы их оскорбить. Хотя башня пилюль внешне может показаться не слишком развитой, в ней есть несколько членов, составляющих элитное ядро. И это далеко не трое ее глав, которых мы знаем, а именно лидер Сюань Кунцзы, Сюань И и Тянь Лэйцзы. Они находились на пике 9-й звезды почтенного воина, хотя Сюань Кунцзы к этому времени прорвался в уровень мнимого святого. Но этой силы едва хватит, чтобы устрашить зал душ либо другие могущественные фракции. Ведь первый Тяньцзюн зала душ и его глава уже были в классе святого Доушен. Так в чем причина неприкасаемости башни пилюль? Все дело в том, что это только внешняя сила. Если бы они обладали только этой маленькой мощью, как башня эликсиров могла бы стать святой землей для всех алхимиков? Как они могли стоять наравне с залом душ? Яо Лао, естественно, намного лучше понимал силы башни пилюль и поведал эту информацию Сяо Яню. Обычный человек знает только о башне пилюль во главе с 3 известными всем лидерами. Но лишь немногие знают о меньшей башне пилюль, внутри башни пилюль. Она называется «Малая башня пилюль». Вот тут и скрывается истинная сила, или элитное ядро башни эликсиров. Сяо Янь, конечно же, был немало удивлен. Это был первый раз, когда он слышал о так называемой «меньшей башне пилюль». Причина в том, что не так много людей могут попасть в эту малую башню пилюль. В прошлом Сяо Янь едва ли соответствовал необходимым требованиям. Это потому, что первое требование, чтобы войти в меньшую башню пилюль, умение создавать пилюли 8-го ранга, которые могут вызывать молнии 7 цветов. В то же время душа человека должна была достичь духовного состояния. Молния пилюль 7 цветов, душа духовного состояния. Эти требования действительно довольно суровые. Сяо Янь покачал головой. Прежде чем он прорвался на уровень святого, ему было трудно приготовить пилюлю 8-го ранга, которая могла бы вызвать молнию 7 цветов. Следовательно, он в прошлом не обладал квалификацией для входа в меньшую башню пилюль. Люди внутри малой башни пилюль являются истинным ядром башни пилюль. Их существование – причина, по которой зал душ никогда не делал ничего плохого с башней пилюль. Эти монстры все очень старые люди. Даже Яо Лао должен поклониться и поприветствовать некоторых из них при встрече. Яо Лао в прошлом был некоторое время внутри меньшей башни пилюль, но он не привык к той атмосфере, поэтому в конечном итоге ушел. Меньшая башня пилюль не имеет каких-либо чрезмерно строгих правил, оттуда легко уйти, но туда войти... Итак, кто же входит в эту таинственную малую башню пилюль? Какой силой обладают эти алхимики? Великий совет старейшин, состоящий из 7 человек, мог считаться высшим руководящим органом меньшей башни пилюль. Каждый из них обладал невероятно высоким статусом. Кроме того, все они были отобраны малой башней эликсиров, а значит, их заслуги признали. Поэтому все алхимики уважали их. Сяо Янь просмотрел всех 7 стариков. Бегло пройдясь по ним взглядом, он остановился на конкретной 4. Среди 7 алхимиков их ауры ощущались особенно могучими, особенно от равнодушного старика в самом центре. Он заставил Сяо Яня отвести взгляд. 2 мнимых святых среднего уровня, 1 мнимый святой высшего уровня и святой 2 звезд начального уровня. Вот какова истинная сила башни эликсиров. Неудивительно, что они сравнимы с залом душ. Только представьте, какая сила на самом деле скрывалась в башне пилюль. Только среди старейшин малой башни было 3 мнимых святых и 1 святой 2 звезд. И это мы еще не говорим о истинном лидере или предке башни. Сяо Янь, когда впервые увидел старейшин малой башни, обратил внимание на первого старейшину, которого звали Линь Мо. Этот старейшина в льняной одежде, за исключением основателя, считался самым старым человеком в меньшей башне пилюль. Даже Яо Лао вынужден относиться к нему как член младшего поколения. Сяо Янь молча слушал. Если даже Яо Лао к нему относится как младший к старшему, то его возраст поразителен. Тот старик как будто заметил на себе взгляд Сяо Яня.
Парень ощутил могучее духовное давление. А что из себя представляет тот самый основатель башни пилюль? Кто является самым сильным в башне? Он зовется предок башни пилюль, и по сути он является пилюлей 9-го ранга, да еще алхимиком 9-го уровня. Он описывается как человек невысокого роста, одетый в обычную грубую одежду, его глаза были ясными, а лицо выражало нежность. Судя по его виду, он был похож на мальчика лет 10. Как мы знаем, пилюли 9-го ранга крайне особенные, обладающие собственным сознанием. Как она появилась? Старейшина был одним из основателей башни пилюль, но этот старейшина уже умер. За год до смерти он потратил все свои силы на создание целебной пилюли. К моменту создания пилюли этот предок был уже истощен и тихо умер. Однако щупальце его духа странным образом проникло в лечебную пилюлю 9-го ранга, заставив ее претерпеть трансформацию. Впоследствии эта лечебная пилюля превратилась в человека, который не покинул башню пилюль. Он оставался там в качестве стража башни пилюль. С определенной точки зрения, этого предка можно было бы назвать уникальным аватаром того старейшины. Но управление этим аватаром довольно сложное. С течением времени предок снова и снова спасал башню пилюль от разрушения. В конце концов, никто не мог сравниться с ним по статусу в башне пилюль, но его это не особо интересовало. Он пропал без вести после того, как башня пилюль стабилизировалась. Никто не мог его найти. Очень интересно, выходит, пилюля 9-го ранга и есть предок башни пилюль. Его сила соответствовала уровню святого Доушен 6-й звезды. Вот с такой силой действительно можно заставить всех уважать башню пилюль. С момента своего рождения предок занял место хранителя башни пилюль. Его сила достигла уровня 6 звезд Доушен, а сама сущность соответствовала вершине пилюли 9-го ранга. Более того, у него были все шансы превратиться в еще более высокий уровень 9-го ранга золотую пилюлю. Предок был сильнейшим в башне и многократно спасал ее в минуты смертельной опасности. Когда положение башни стабилизировалось, он покидал ее и исчезал без следа. Несмотря на столь могущественную силу, он обладал весьма необычными интересами, что нередко вызывало у окружающих улыбку. Его любимым занятием было играть в человеческий мир, свободно постигая радости и печали, жизнь и смерть людей. Он появлялся и исчезал подобно дракону, редко показываясь даже 3 главным управляющим башни, которым всего лишь однажды посчастливилось увидеть его лично. Вы спросите, когда же Сяо Янь с ним встретится? Рассмотрим это в следующих видео. Поставьте побольше лайков и напишите комментарий. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь и всем пока!